Для многих женщин хиджаб — это форма психологической защиты от нежелательных взглядов и объективации. Это способ сказать: «Я не объект для разглядывания. Уважай меня за то, что я говорю и делаю». В этом есть глубокое чувство собственного достоинства. А как же никаб? Это не перебор? Если хиджаб для многих понятен, то никаб — одеяние, закрывающее все тело и лицо с прорезью для глаз, часто вызывает самое острое неприятие. Давайте разберемся и здесь. Никаб — это не обязанность. Важный момент, который часто упускают. Абсолютное большинство мусульманских ученых сходятся во мнении, что никаб не является обязательным предписанием ислама. Это чаще всего акт добровольного сверхблагочестия, который практикует очень небольшой процент женщин. Требования к обязательному покрытию касаются всего тела, кроме лица и кистей рук. Почему тогда некоторые женщины его носят? В первую очередь это символизирует глубокое благочестие. Некоторые женщины таким образом выражают свою максимальную степень смирения и посвящения своей жизни Богу. Они считают, что лучше всего выполняют завет о скромности. В некоторых странах, например, в Саудовской Аравии или Йемене, ношение никаба — это давняя культурная норма, которая тесно переплелась с религиозной практикой. Для кого-то, как и в случае с хиджабом, это вопрос личного комфорта и ощущения безопасности. Ключевое слово здесь — выбор. Проблема возникает тогда, когда этот выбор делается не добровольно, а под давлением семьи, общества или государства, как в случае с принудительным ношением, так и в случае с принудительным снятием. Вот мы и подошли к самому важному понятию свободы. В современном западном понимании свобода часто ассоциируется с правом быть открытой, носить то, что хочешь, демонстрировать свою сексуальность. И это абсолютно законный выбор для миллионов женщин. Но что, если свобода — это нечто большее? Что, если свобода — это право на самоопределение без давления извне? Свобода для против свободы от. Свобода для, к примеру, носить мини-юбку — это возможность что-то делать. Свобода от означает носить хиджаб. Это возможность от чего-то освободиться, например, от навязанных стандартов красоты, от объективации, от необходимости тратить время и деньги на соответствие этим стандартам. Обе эти свободы равноценны.